Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала «Генерал СВР», генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас среда, 18 января, мы с вами проводим промежуточный выпуск, и зная, что среда — это один из любимых дней для наших уважаемых зрителей и слушателей, особенно для тех, кто любит задавать вопросы и получать на них ответы. Так вот, в комментариях к этому ролику вы, пожалуйста, задавайте свои вопросы, на которые я отвечу в пятницу, 20 января. Еще раз повторяю, в комментариях к этому ролику оставляйте, пожалуйста, свои вопросы. Перед тем, как задать вопрос, напишите слово «вопрос», либо ставьте знак вопроса, и далее формулируйте вопрос. Все, кто хочет оставить добрые слова поддержки, также прошу писать комментарии. Ну вот, те, кто хочет обратить внимание на свой вопрос, пожалуйста. Сначала слово «вопрос», а потом формулируйте уже само содержание вашего вопроса. Пожалуйста, если вы читаете комментарии, вас интересует какой-либо вопрос, который уже кто-то занял, будьте любезны, поставьте лайк, и этот вопрос поднимется в рейтингах, так как я отвечаю на самые популярные вопросы, то есть те, которые получили наибольшее количество лайков, то, соответственно, вы поднимете интересующую вас тему в рейтинге. Также хочу сказать всем нашим уважаемым зрителям и слушателям. Завтра я отвечу на вопросы для подписчиков Patreon, уже довольно много накопилось. На те, что есть, отвечу. И, надеюсь, все будут удовлетворены. Всем, кто хочет получить конкретный ответ на свой вопрос, подписывайтесь в Patreon, будет интересно. Подписка на Patreon есть в описании к этому ролику. Так, теперь перейдем к темам. Темы сегодня замечательные, опять-таки, не совсем в том смысле, который можно подумать. Путин прошелся по Петербургу, вернее, по славно зачищенным местам Петербурга, где возложил цветы, одиноко сделал вид, что переживает или сопереживает каким-то событиям, которые были 80 лет назад в тогда еще Ленинграде. В общем, одиночество патриарха, который лазит по своему, как считается, родному городу и воздает дань памяти погибшим. Путину, честно говоря, плевать на погибших во время Второй мировой войны, плевать на блокадников Ленинграда. У него свои дела, свои заботы. Ритуал есть ритуал, надо выполнить, и что с него станется, походил, цветы повозлагал, на этом все закончено. Да, ждали все его пламенную речь, мы еще вчера предупреждали, что никаких глобальных решений Путин оглашать не будет. Ну, во-первых, он довольно плохо себя чувствует, а когда человек себя плохо чувствует, поймать кураж и объяснить, что какие-то важные решения приняты в смысле необходимости, будет довольно сложно. Поэтому Путин отложил принятие, как само принятие решений, так и их оглашение до лучших времен. Довольно интересная ситуация складывается вокруг Путина. Окружение видит, что Путин слабеет физически. Двойник появляется на людях чуть ли не чаще, чем сам президент. И сам президент все больше и больше пребывает в унынии. Сегодняшние такие, можно сказать, короткие вставки президента по поводу текущей ситуации ничем не отличаются от прежних высказываний. Цели и задачи определены, они будут достигнуты. Какие цели и задачи никому не известно, кроме самого Путина. Войну он выиграет, не войну, да, СВО, и все будет хорошо, и ракет он производит больше всех. И вообще все в порядке. Тут самое главное убедить самого себя, что все в порядке, а потом уже и остальных. В общем,
выступление, ну, конечно, надо отметить, что выступление двойника перед перед работниками Обуховского, или Обуховского, извините, могу ошибиться в ударении завода. Замечательное выступление, ну, разве что двойник выступал. А так вообще выступление замечательное. Путин постепенно будет, ну, во-первых, мы видим, что он отходит от руководства так называемой специальной военной операции, вернее, войной, немножко занят другими вопросами, пообещал сегодня клятвенно руководству силового блока, что поменяет правительство и запустит транзит до конца весны этого года. Пообещал, чуть ли не забожился. Ну, посмотрим. Свежо предание, но верится, что называется, с трудом. Теперь перейдем к немножко другим событиям, которые также связаны с речами как двойника, так и самого президента. Шольц, канцлер Германии, выступил на Давосском форуме, где довольно бодро объяснил, что для того, чтобы война закончилась, Россия должна проиграть. Ну, я хочу сказать, что он не имеет в виду, конечно, как граждан России, как обычных рядовых, он имеет в виду путинский режим. Так вот, путинский режим действительно должен проиграть. В этом нет никаких сомнений. И рассказы Путина про то, что война будет закончиться победой, Шольц встал как старый разведчик и сказал: за нашу победу, да, нашей победой. Но Европа настроена всерьез. Европа настроена в противовес Путину и настроена на поражение путинского режима. Будет это неконтролируемо или неконтролируемо, сказать очень сложно. Конечно, скорее всего, неконтролируемо, я имею в виду смена путинского режима, неконтролируемо со стороны Запада. Но в то же время терпеть идиотизм коротышки никто не будет. Путин зарекомендовал себя как упертый идиот, ну, соответственно, с ним и поступать будут так же. Сегодня Канада заявила, что выделяет около 200 бронированных машин для нужд Украины. Ну, здесь прежде всего для того, чтобы вывозить раненых с поля боя. В то же время Путину плевать на отсутствие кровоостанавливающих средств на фронте. И вообще медицина на фронте не просто хромает с российской стороны. Ну, можно констатировать, что ее практически нет. Все рассказы о том, что 95% возвращается после ранения в строй, полный бред, ложь. Ну, если не забирать с поля боя раненых, то, может быть, с тех, кто сам доковылял, кто-то и возвратится. Но в целом это, конечно, полнейшая ложь. Огромные потери несут российские войска. И, конечно, война — это такая вещь, которая, как ни посмотри, со всех сторон плохо. Будем надеяться, что в этом году удастся достичь глобальных перемен в российском руководстве, и война будет закончена. Так, ну, в сущности, немного обсудили. Я напомню, что мы каждый день обсуждаем поверхностно события, особо в подробности мы не вникаем, лишь поверхностно обсуждаем, что произошло. Это тоже важно, потому что мы отмечаем самые замечательные события, то, на что стоит обращать внимание, то, из чего будет формироваться повестка в ближайшее время. Поэтому обязательно смотрите наши ролики. Я понимаю, что особо много инсайдов в этих роликах нет. Есть, по крайней мере, формулировка и восприятие реальности такой, как она есть, потому что далеко не всегда человек, обыватель, далеко не всегда в состоянии достаточно четко и понятно определить и оценить то, что происходит. Поэтому есть мы, есть наш канал в Ютубе, и, конечно, есть у нас есть наши каналы в Телеграм, там, где как раз в основном инсайды. И предупреждения о текущих событиях
и о том, что будет происходить в ближайшее время. Так, большое спасибо, что были со мной. Еще раз обращаюсь к нашим уважаемым зрителям и слушателям. Будьте любезны, если нас поддерживаете, поставьте лайк этому видео. В комментариях к этому ролику, именно к этому ролику, оставляйте свои вопросы. Вначале пишите слово «вопрос», либо знак вопроса, и дальше формулируйте вопрос. Я на эти вопросы отвечу уже в эту пятницу, 20 января. Мы вас любим, это искренне, это самое главное, мы работаем для вас. Подписывайтесь на наш Patreon, там я отвечаю на все вопросы. И, конечно же, подписывайтесь на спонсирование нашего канала. Также есть подписка и на, вернее, не подписка, а наши криптовалютные кошельки. Большое спасибо, что были со мной. Всего доброго, до свидания.